Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят на рынке, куда двигаются рынки на вечерней сессии и какие есть подводные течения, которые всем рулят. Так, ну что касается России, ничего особо интересного сегодня не происходило. Вся вот эта история с Чехией, она развилась еще до выходных и на выходных. Вот, ну, что можно сказать? Ну, печально. Скажем так, Чехия это была страна, которая де-факто являлась форпостом в Европе, России. Так, ну американские индексы сегодня немного проседают, но на самом деле совсем чуть-чуть. Невозможно же каждый день расти до бесконечности, нужен какой-то коррекционный откат. Так, ну вот как раз по России вышел отчет аналитического центра при правительстве. Достаточно оптимистично этот аналитический центр видит процессы, которые происходят в экономике. Примечательно, что идет рост производства продовольственных товаров и наметилось снижение роста производства непродовольственных товаров. Также выявили рост инвестиционной активности в экономике, но на текущий момент, скорее всего, это эффект отскока в ценах на нефть. То есть пока здесь не будет устойчивого движения на рост на протяжении достаточно длительного времени, хотя бы год еще, ну полгода как минимум, говорить о том, что в экономике пошли позитивные сдвиги, я думаю, преждевременно. Вот. Ну и на текущий момент те перекосы, которые имеют место быть в российской экономике, а также возникшее санкционное и геополитическое давление, оно может привести к тому, что вот эти нестыковки, раскорреляции в российской экономике, они этот рост сломают, и мы увидим резкое движение вниз. Так, ну и на что хотел обратить внимание, что вот эти изыскания и анализ, который проводит аналитические центры при правительстве, он немножко расходится с тем, как видят другие экономисты то, что происходит с Россией, и какие дают среднесрочные и долгосрочные прогнозы по экономике. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Сегодня в телеграм-канале постил по заявкам подписчиков анализ Интерау, по Сбербанку, ну и, конечно же, по Виксу. Пошел тревожный звоночек, он начал расти. И сейчас речь идет о том, будет или не будет взят рубеж 19-19,5. Так, ну вот что касается биткоина, с моей точки зрения, пока 52 не пробили и не закрепились, говорить о том, что биткоин умер, я думаю, это очень преждевременно. Так, друзья, ну вот пошли движения в Виксе. На самом деле, по Виксу, что я могу сказать? Пока 22 не пробито, вот эти все движения, это все в рамках консолидации, в рамках проторговки и, соответственно, движения вот здесь вот в нижнем диапазоне. То, что сейчас начинает в Виксе происходить, оно начало на самом деле двигаться еще на прошлой неделе. И сегодня, завтра, послезавтра, вот в эти 3 дня мы убедимся, будет или не будет взят уровень 18,6. Если он не будет взят, то, соответственно, здесь будет отбой, и мы дальше пойдем тестировать на пробой 15,5. Вот. Пока больше факторов указывает на то, что все-таки движение в район 20-22 произойдет. Так, друзья, далее индекс доллара. Здесь вообще просто изумительная ситуация. Начинает расти ВИКС, а индекс доллара проваливается. Чего только не бывает в наше волшебное время. Так, ну смотрите, на самом деле вот у нас еще чуть-чуть. Ему нужно дойти вот сюда на 90,8. Это, соответственно, дневной таймфрейм. Но по 4-часовику это движение, оно остановилось, и здесь идет попытка разворота и возврата на 91,5. Соответственно, у нас здесь возникает задача, будет не будет пробитие 91 сегодня. Если его не будет, то сегодня или завтра с утра у нас идет движение целью 91,573. Если здесь пробитие развивается, то у нас цель движения находится в районе, первая цель движения, это 90,7. Текущий формат указывает на то, что все-таки более вероятно, что здесь будет разворот и отскок. Так, друзья, далее S&P, SFD на фьючерс, S&P 4-часовой график. Ну, здесь вот вполне как бы разворотная формация, но
обращаю внимание, таких разворотных формаций уже в ближайшем прошлом был вагон и маленькая тележка, и они ни к чему не приводили. Говорить о том, что здесь сформировался намек на негативный тренд и возможно даже обвал, можно будет в том случае, если произойдет пробитие 4100 и закрепление под этим значением. Так, друзья, далее золото. Ставлю 4-часовой таймфрейм. Соответственно, по золоту у нас сейчас на текущий момент была попытка разворота и коррекционного отката с целью движения на 1727. Но пока не пробит диапазон 1766-1760, все вот эти пертурбации будут откупаться и золото будут упорно толкать на 1800. Вот здесь, если сегодня-завтра с утра возникает пробой, сразу, скорее всего, пойдет движение на 1727. И вопрос будет заключаться только в том, это будет короткий задерг или это планомерное сползание и снижение. На самом деле сейчас ситуация очень интересная, потому что начинает расти ВИКС, ВИКС индекс страха и волатильности, при этом падает индекс доллара и вообще происходит что-то очень непонятное. Но по золоту, я думаю, здесь ситуация достаточно определенная, удержание текущих значений, отсутствие пробоя, оно приведет к дальнейшему росту уже сегодня-завтра. Так, друзья, далее нефть Brent. Здесь достаточно интересная ситуация, потому что вот сейчас, буквально недавно, была попытка сломать растущий тренд, который шел с целью пробить 67,4 и уйти в район 68. Вот. Но, судя по всему, эта попытка успехом не увенчалась. И в том случае, если отсюда мы не увидим повторного движения на 66, у нас вот этот рост, он продолжается. И сегодня к вечеру или завтра с утра мы увидим тестирование на пробой 67,4. Вот если здесь будет пробой, дальше оно может очень быстро сходить на 68,5. Так, друзья, далее евро-доллар, недельный таймфрейм. Здесь идет попытка повторного захода на 1,2350, если ориентироваться на недельку. Вопрос только в том, насколько это пройдет успешно. Попытка идет очень резко, но сказывается то, что объемы маловаты, то есть не хватает топлива. Вроде движение резкое, но оно как-то слабо подтверждается. Но здесь как бы ларчик очень просто открывается. В Соединенных Штатах быстрее прогнозируемого растет инфляция. Соответственно, это вызывает волну движения в пользу евро. Дневной таймфрейм. Здесь у нас текущий импульс движения. Его цель находится на 1,2176. Вот здесь вот. Ну и это движение, оно либо переходит в консолидацию, либо переходит к развороту и падению, если будет коррекционный откат. И пробитие вот этого уровня 1,1890, 1,1895. Вот здесь вот находится уровень. Так, ну и на текущий момент 4-часовой таймфрейм идет попытка коррекционного отката. Если этот откат не приводит к пробою 1,1975, то его будут выкупать и толкать по направлению тех максимумов, которые мы не так давно наблюдали. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Но здесь пошло все по наиболее вероятному сценарию. 76,2 потестили, пробили. И, соответственно, сейчас идет закрепление на этом уровне. Ну и если здесь возникает закрепление, то на этой неделе мы уже увидим следующую волну движения. Цель будет повторное тестирование 77.35. Так, ну и переходя на часовик, сейчас отсюда идет импульс движения. Цель этого движения 76,5. Это движение не происходит, если возникает коррекционный откат и пробитие 76,1. В этой ситуации у нас отсюда пойдет импульс движения на 76, и потом вполне возможно мы даже спустимся вот сюда вот на 75-75. Я думаю, все-таки более вероятно удержание 76,2, и сейчас на вечерней сессии движение в сторону 76,5. Ну и переходя к 5-минутке, если, скажем так, более детально рассматривать то, что здесь происходит, то сейчас из этого диапазона наиболее вероятно пойдет импульс движения на 76.45, возможно 76,5. Вот. Соответственно, сценарий отменяется в случае
пробитие 76.18, 76.15. Немножко уровень на 5 минутке другой, от часовика он отличается. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм, июньский фьючерс. Ну смотрите, сегодня у нас идет снижение, но на самом деле это не особое снижение, потому что в пятницу был бурный рост. На текущий момент что важно? Важно удержание уровня 144 тысячи. Если этот уровень сегодня и завтра с утра устоит, то отсюда пойдет отбой и движение, первая цель которого будет 147 250. Если этот уровень не устоит, то у нас есть следующая волшебная цель, которую я неоднократно сдерживал, это 139 500. Ну и переходя на часовой таймфрейм, на текущий момент от вот этого значения от 144 тысячи весьма вероятно, что здесь будет консолидация и попытка отбоя, отскока, цель движения будет в район 147-131. Если все-таки на сегодня у нас возникает пробой 144, то высока вероятность того, что отсюда будет первый импульс движения 141 500. И если здесь возникает пробой 141 тысячи, отсюда пойдет движение на 139 500. Я думаю, сейчас на вечерней сессии либо вот этот уровень от 144 тысячи до 144 700 удержится, и отсюда будет попытка отскока. Или же, если здесь возникает пробой, пойдет движение, цель которого будет, ну, может быть, 141 530. Более сильное движение вниз, я думаю, ни сегодня, ни завтра с утра, скорее всего, не произойдет. Если, конечно, за ночь там еще кто-то, кроме Чехии, не вышлет дипломатов. Пока, как это не парадоксально, но вся эта геополитика, она немножко приелась. Она так прямо сильно не влияет. Ну, влияет, но на самом деле, если вы посмотрите, что происходит, какое движение на американском, допустим, рынке и S&P, сравните с РТС, то здесь прямо все получается очень близко и очень похоже. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные инструменты, основные моменты. Завтра, если будет времени, постараюсь сделать обзор американского рынка. На сегодня все. Удачных торгов вам, успехов и всего самого лучшего.